принципе, для спорта пойдут. Но скинуть можно. Можно подключать к двум устройствам одновременно. Минимальный вес, отличные микрофоны, все на русском языке, включая озвучку. Да хоть испанский в уши закачивай, оповещения тогда будут на нем. Лучший активный шумодав, который мне попадался. 10 минут зарядки дают 5 часов музыки. Функция активируемой прозрачности Quick Attention. И хотя все так круто, что аж зубы сводит, недостатки все равно есть. И я даже не о цене. Хотел купить накладные топовые беспроводные наушники от Sony уже год. Вышла новая модель, купил. Сейчас расскажу. Tube 715, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе и выгодными предложениями. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. А сегодня я расскажу вам о беспроводных накладных наушниках Sony 1000 MX4. И, конечно, они могут работать по проводу тоже. Распаковываем. И, к сожалению, за эти деньги здесь никакого красного дерева и шелка нет. Ну да ладно. По комплекту промокод на 3 месяца стримингового сервиса, инструкции, которые вы не будете читать. В программе все функции описаны намного понятнее и с анимацией. А если захотите полностью понять, что там есть, 148 страниц PDF-овского файла на русском языке с картинками вам в помощь. Sony подумала обо всем. Кабель для зарядки в комплекте, который настолько короткий, что возникает желание сказать, лучше бы вы вообще его туда не засовывали. Подозрительно жиденький ауксовский кабель. После тех комплектных проводов, которые закидывают китайцы в комплект к своим проводным наушникам за $50, на этот провод без слез не взглянешь. Странный жесткий чехол для переноски. Да, я не понимаю, зачем здесь золотистый бегунок с одной стороны, с другой стороны чехол довольно компактный и удобный. И, разумеется, наушники. Наушники легкие и компактные. Пластик Soft Touch, матовый. Очень хочется выдавить из себя фразу «совершенные беспроводные наушники», и я ее оставлю. Только добавлю, для меня совершенные. Многие спрашивают, от чего я не обозреваю некоторые фирмы накладных наушников. Все просто. Я примеряю наушники в сетевых гипермаркетах электроники. И то, что изначально неудобно на мне сидит, я не беру. Если звучание субъективно и все, что стоит дороже $200, можно изменять под себя эквалайзером, то форму, вес, посадку и материалы ты никак изменить не сможешь. Разумеется, данные наушники могут быть подключены через ауксовский кабель и через Bluetooth модуль. И несмотря на бешеное количество поддерживаемых кодеков, как вы понимаете, я сказал это с сарказмом, а именно AAC, SBC и LDAC, я хочу, чтобы вы все помнили, что не все девайсы их поддерживают. Допустим, если у вас Redmi Note 7, наушники будут подключаться по кодеку SBC. Если у вас OnePlus Nord N10 5G, по кодеку AAC. А вот если старенькие, но флагманы, как у меня Huawei P40 Pro, Pixel 4, OnePlus 7T Pro, уже по кодеку LDAC. И как раз ради использования этого кодека и стоит покупать эти наушники. Если у вас девайс поддерживает другие кодеки, лучше купить что-нибудь другое. Достали наушники, скачали программу, подключили по Bluetooth наушники, обновили прошивку, закинули на борт необходимый перевод и приступили к настройке. Все манипуляции я советую осуществлять с прочтения инструкции. Здесь все с картинками и по-русски. Остановлюсь на самом интересном. В наушниках есть сенсоры приближения, которые можно отключить программно, и это очень удобно. Потому что, несмотря на то, что автопауза отрабатывает довольно хорошо при снятии наушников, с другой стороны, если вы будете их вешать на шею, иногда наушники будут определять это действие как возвращение на голову и продолжать воспроизведение. Шумодав настраивается как скрипка, 20 градаций подавления окружающего звука и отдельно активируется фокус на голос. Он работает здесь нереально круто, даже при полном отсутствии проигрывания музыки, отсекается практически все, что вы слышите вокруг. Но напоминаю всем, активный шумодав у некоторых пользователей может вызвать тошноту, и таких по разным данным до 5% от всех тестируемых. Есть оптимизация атмосферного давления и индивидуальная оптимизация. Думать ничего не нужно, просто надеваете наушники на голову и запускаете оптимизатор. Эквалайзер в программе, всего там 12 пресетов, и каждый из них вы можете настроить под себя. Размеры и вес вы сейчас видите, все в рамках разумного. Я бы даже сказал, размеры прямо очень аккуратные, а механизм складывания очень удобный. На борту отдельно активируется DSEE Extreme. Это
Это технология для повышения качества источников со сжатым звуком с помощью технологии искусственного интеллекта. При увеличении частоты дискретизации и скорости передачи по сравнению с исходными значениями вы можете прослушать четкий и насыщенный звук, даже с источников сжатого звука, например, из MP3 файлов. По мне, это чистой воды маркетинг, но звучит хорошо, хотя это дело однозначно не для аудиофилов, при том, что если вы ее активируете, батарея будет поедаться устройством в 2 раза быстрее, так что нужно 2 раза подумать перед тем, как ее включать. Для управления есть 2 физические кнопки, кнопка Custom из них программируемая. Кнопка питания нужна для включения-выключения устройства и перевода его в режим синхронизации. В этом месте в программе можно активировать подключение к 2 устройствам одновременно. Проверил, работает. Программа запоминает, с чем вы были раньше сопряжены, и как только устройство будет активировано, вы можете его выбрать из перечня и подключить как второе к наушникам, либо наоборот, как наушники ко второму девайсу. Автоотключение в заданный пользователем интервал — это когда наушники не на пользователе, отключаемая в приложении функция, но полезная. По сенсорной панели наушников функции перелистывания треков, изменения громкости, приглушение звука и включение прозрачного режима, когда вы начинаете с кем-то говорить Speak to Chat. Настраиваемый интервал данного режима от 15 секунд, отключаемая в приложении опция. Quick Attention с прикладыванием ладони к правому наушнику для прозрачного режима — это прям вещь, как компьютер на вашей голове. Минимальное давление, уверен, что даже людям с большими ушами они подойдут, хотя опять же все накладные наушники обязательно необходимо примерять на себя. Не знаю, как они это сделали, но получилось физически и в плане материалов очень круто. Автономность 30 часов работы на одном заряде с активированным шумодавом. Заряжаются наушники полностью за 3 часа. При включенном DSE E Extreme и шумодаве автономность только 16 часов. Есть быстрая зарядка, 10 минут зарядки дают вам 5 часов проигрывания музыки. Заряд наушников вы можете видеть не только в программе, но и в шторке любого сопряженного телефона. Есть модуль NFC для подключения к телефонам с поддержкой данного модуля одним касанием. Отключать можно также касанием телефона к чашке с модулем. А вообще в инструкции на 147 страниц очень много всего увлекательного. Прочитайте, Sony подумали почти обо всем. Bluetooth версии 5.0 через 2 стены наушники ловят. В местах с обилием Wi-Fi сетей проблем у меня не наблюдалось. Задержки в YouTube играх я не замечал. Вот вам пример задержки. Микрофоны. На них половина пользователей жалуется, вторая половина говорит, они топовые. По мне, для накладных наушников довольно адекватные микро. Лучше я не встречал. Я по ним общался, вот вам пример их работы. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Sony 1000MX4. Это самые новые накладные беспроводные наушники от Sony. Пример работы микрофонов в помещении. В помещении микрофоны, как я вижу, работают неплохо. Другой вопрос, как они работают на улице. Лично у меня, несмотря на ту запись, которую вы услышите сейчас после этой записи, вопросов к этим наушникам по работе микрофонов больше, чем ответов. Собеседники слышат меня хорошо, но также хорошо слышат внешние шумы. То есть, если вы будете долго ходить, они будут слышать это довольно неплохо. Другой вопрос, как это все YouTube вам преподнесет после рендеринга, но вполне возможно, вы это тоже сможете расслышать. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Sony 1000MX4 на улице. Я подхожу сейчас к дороге. У дороги где-то на расстоянии 4 метров от меня проехал Land Cruiser и Mitsubishi Outlander последней модели. Ветра практически нет, редко, но задувает. Вот сейчас мимо меня проедет еще 4 машины. Я буду говорить в то время, когда они будут проезжать мимо меня, рядом со мной, на скорости, наверное, километров 40. При том, что на дороге слякоть, и вы, по идее, должны слышать много неприятных звуков. В принципе, разговаривать на улице, как я уже говорил, при тестах в помещениях возможно. Я с людьми говорил, но ощущения, конечно же, не такие, как если разговаривать напрямую с телефона. Вот сейчас проедет довольно быстро «Газель». Если вы ее услышали, я уверен, что вы услышали, вы можете примерно оценить, будет ли слышать ваш собеседник. Ну, он будет слышать вас так же, как вы слышали меня.
Вот так работают микро в данных ушах. Если вы просто будете идти по улице вдалеке от дороги и разговаривать, вот так вас будет слышать собеседник, как сейчас. По откровенным минусам в данной прошивке, может, Sony это исправят, но пока при включении наушников всегда включен шумодав. Предыдущий режим почему-то не запоминается. Море браков первой партии, как я понял, это основная закупка у серых продавцов, но меняют они опять же наушники без проблем в случае брака. Маркая сенсорная панель управления, нет поддержки кодеков aptX и aptX HD, кстати, довольно распространенных. При отрицательных температурах, как я на шапке, носить не советуют. Рабочие температуры указаны от плюс 5 до плюс 35 градусов, что довольно скромно. Заряжать и работать по Bluetooth одновременно наушники не могут. По звуку. Прошлую модель MX3 я слушал недолго, и в постоянном использовании у меня ее не было. Многие пользователи отметили минимальные изменения в плане звучания. По мне, наушники стали играть заметно громче прошлой модели. Отличная сбалансированность и объем остались на том же уровне. Явных перекосов нет. В бас, высокие частоты, либо в лютую V-образную АЧХ. Для многих, по ощущениям, будут немного смазаны средние и чрезмерно много басов, но это как со вкусом. Просто зайдите в эквалайзер, и эти наушники дадут вам все, что вы захотите. Уши в них потеют, но у меня не раньше, чем через 2 часа использования в плохо вентилируемом помещении. Я белого шума в них не слышал. Если у вас он есть, скорее всего, это брак. Купить вы можете по ссылке в описании к видео. Цена нереально высокая, но я думаю, вы и так в курсе. Вряд ли вы смотрите обзор, не посмотрев до этого, сколько Sony захотела за свою последнюю модель беспроводных наушников. Итого, мы имеем 3 месяца бесплатного сервиса 360 by Desire, который не у всех активируется, звучание, которое, несмотря на то, что по мне является лучшим в данном ценовом сегменте, относительно прошлой модели от тех же Sonic недалеко ушло. Но в то же время суперский шумодав, безумную автономность, море полезных функций, с которыми разбираться нужно только 3 дня. Идеальная лично для меня форма и вес. Я не жалею потраченных денег, но советовать уши за эту цену, когда миксайдеры стоят в 10 раз дешевле и они не намного хуже, язык откровенно не повернется. На одни из таких наушников вы можете посмотреть обзор по ссылке в правом верхнем углу. Материалы, правда, значительно хуже. Просто скажу, этот продукт хороший и качественный. Те, у кого есть средства для него, будут рады покупке. Но кредит на них однозначно брать не стоит. Следующий обзор будет на телефон Realme V3, и хотя он в 3 раза дешевле этих наушников, он хорош. Дальше расскажу про Sennheiser Momentum 2. Уже очень долго я их тестирую, пора делать обзор. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колоколом, пишите, что еще купить на обзор, девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.